Здравствуйте! Сегодня 7 смертных грехов сезон 2. Почему именно этот тайтл? Все просто, ребята. Год назад выпустил ролик по первому сезону, и он собрал просмотры. Понимаете? Играю в долгую, как невероятный гений, самый сильный игрок на поле. Если кто спросит, сходу отвечайте, человек с такой вот наградой понимает вообще все. Он инвестор в просмотры, лауреат Нобелевской, не иначе. Еще вы на Рутуб переходите, там уже залито продолжение по грехам. Жду, всех люблю, а тех, кто не переходит, я уважаю. Не люблю. Так сказать, разграничиваю, потому что любимые люди не пишут пакости. Братуха, давай ты просто представишь на секундочку, сколько раз мне пишут в день, чё за Рутуб продался, а черт его знает, почему видосы появляются конкретно на платформе с приставкой .ru, но это всяко лучше поиска мелочи по карманам ради всяких бусти, где бы вы находили точно такой же эксклюзивный контент. Что за потребительское отношение? И вот же он пишет, непонятно что ли, если не ты, так кто-то другой посмотрит. Еще ладно, если просто спросить, я не против, если ты просто спросишь, я такой, братушка, ну там будет, там проблемы сейчас у меня, вот там и выходит видео, ты же вообще на приколе, дурак, пишешь какую-то фигню, пытаешься абсурд за юмора выйти, понимаешь? Какой-то помойный, вонючий сортирный юмор. Вот этот вот абсурд, не да абсурд, какую-то школьную херню про высокообразованного Ганнибала третьей степени. Ты понимаешь, какая-то хрень? Кто над этим будет смеяться? Кого ты хотел обрадовать? Кому ты хотел поднять настроение? Дурак дурацкий. А про Геродота и 2D чё ты мне пишешь? Чё ты меня шебуршишь? Ты чё, не видишь? Я, блядь, ментально уничтоженный человек, блядь. Надеюсь, все смогли в юмор и отсылки и в понимание того, что я все еще немного простужен. Поэтому да, поехали. Вы, наверное, помните историю о людях и существах из других миров. Там еще рыцари всякие, королевства и легендарный отряд сильнейших защитников 7 смертных грехов. Главный главарь там молодой по имени Мелиодас. Умеет больно бить и иногда злиться. Также в пачке присутствует Бан, он бессмертный Кинг, король-фей, Элизабет, то ли ангел, то ли богиня. Умеет невероятно быстро и эффективно хилить до раскрытия. К кому она там относится, надо подождать еще сезончик. Как сяду за третий, сразу вспомню, кто она. Троллю нереально. Почему? Потому что Элизабет не грех. Вы, главное, не забывайте про Диану, мадама сильная силачка, прямо как Мерлин, являющаяся магичкой. В отличие от великанши, на Диане обделена ростом чисто метр с кепкой. 177. Еще в команде представлен лжец, хитрец и подлец Гаутер. Его полной противоположностью является Эсканор, сильный и добрый. Вот и вспомнили, где, что и как. Начнем прямо вот так сразу с негатива. Элизабет беда, снится плохой сон. Где сэр Мелиодас выясняет отношения с какими-то злыми кулебяками. Силуэты предательски похожи на легендарные 10 заповедей. Кто они такие? Мужики, вы вообще не в ресурсе. Это 10 элитных воинов клана демонов. Ну да ладно, фиг с ним, со снами. И вообще это не гарант качества и предсказаний. Мне вот снилось, как я на Солярисе ехал. Ура! Победа! Праздник! 7 балбесов хотят наградить почетными орденами мужества, храбрости и всего самого наилучшего. Так сказать, спасибо за спасение королевства. Жаль, все без сучка и задоринки не прошло. Очередные пакостные рыцари, правда в этот раз ребята не нападают, а просто выражают оппозицию. Мол, мы в разведке были, силы легендарного греха не видели. На слово не верим. Хорошо, без проблем, от дуэли наш горемычный не откажется никогда. Хотя следовало как минимум не калечить бедняги пальцы, он же вообще теперь никак и никуда без десятки конечностей. Короче, плохой главный герой. Тем не менее, получивший награду крутого перца. Если вы переживаете насчет свиньи и остальных, не стоит. Все получили смешную висюльку, кроме Бана и Кинга. Бедолаги пошли выяснять дела давно минувших дней. Про Лис Фей, про Элейн. Мужики не могут смириться. Слабые. Прямо как Гриамор, Гилтандр и Хаузер. Желающие знать правду о предателях и трусах на Хендриксоне и Дрейфусе. А грехи смириться могут. Поэтому да, пару советов ни о чем и по домам. Хрюкать и отдыхать. Вот бы все так чудесно сложилось, и никакого видео тогда бы не было. Но нет, у Хендриксона свои планы в виде попытки воскрешения товарища на Дрейфусе. К сожалению, неудачно. Тело брата по оружию сходу было захвачено демонюгой из заповедей. А вот, к слову, и они слева направо. Мои любимые стримеры, типа Бусты Ренка, Хезус, Братешкин, знаете, я в хайпе. Жаль, демонюги пока не планируют учинять вездесущую резню. Ребятки, представляете, ослабли после многолетнего заточения. Хотя стоило бы лишить свободы безумное трио крайне заинтересованных в правде, схемах и мемах о своих отцах, опекунах, учителях. Из важного, Бан с Кингом дошли до леса фей, живого, настоящего, вкусно пахнущего. Вместо него должны быть угольки, скажите вы. Бан посадил волшебное семечко, полученное от Элейн, отвечу я. Собственно, из него и выросла вся зелень, и обитатели вернулись, одним словом, благодать. Двумя казнить предателя на Кинге, бросившего свой народ много лет тому назад. Молодой, представляете, эгоист, променял свою родину на какого-то там друга. Какой плохой человек. Ведь реально плохой. Его, представляете, опять и снова манит личная мишура. Бан рассказал товарищу, что к Диане вернулись воспоминания, и теперь молодая любит своего маленького фея, с чем ее можно и даже нужно поздравить, пока она не нараздавала советов любовных. У Элизабет, понимаете, депрессия. Мелиодас не хочет брать на себя ответственность в грядущем путешествии. Белобрысая как-никак принцесса, и подвергать ее опасностям категорически запрещается. И вообще в будущем начнется замес не на шутку, со всякими там заповедями. Посему горемычное место себе не находит и всякие девичьи советы слушает.
Из неважного Гаутер сошел с ума. Шиз больше не пьет таблетки, калечит детей, подчиняет матерей. Ужас. А все ради пресловутой любви. Говорит, это чувство не понимает, не осознает, хотя оно силу дает. Ради того, чтобы заполучить няшную тяночку с бледными руками, не очень высокими, нецелованными синяками под глазами. Кажется, я что-то напутал. Не суть, безумец околдовал хорошую знакомую ради романтики и всего прочего. Ну как околдовал, заменил все воспоминания бедняги на себя любимого, а брата просто отформатировал. Гаутер вообще тварь, редкостная гниль, проучить которую вызвалась Диана. И не зря, молодая, мощная, сильная, в пару ударов наказала кукольного подлеца. Если вы не знали, Гаутер кукла, созданная каким-то сильным волшебником, поэтому розоволосый хочет понять, что такое чувство и эмоции. Мол, сердца нет, сострадания тоже, типа железный дровосек, волшебник изумрудного города. Поняли? Главный злодей задержанный отправлен в заточение прямиком в карман к чудику в маске. Еще так, к слову, пострадавших расколдовали. Молодцы. Драмы, трагедии, человеческие взаимоотношения, это, конечно, круто, но не стоит забывать о Шизичкиной Элизабет. Дама истерит, кричит, мол, она тоже драгоценный товарищ, мешать не будет, и вообще возьмите в путешествие. Как хорошо, что Мелиодас не стал мямлить и сказал четко, внятно, да понятно. Нет. Итого Элизабет обиделась еще сильнее. Поздравим, путем дорогой до Камелота прямиком к старому знакомому Артуру. У него, представляете, оказия. На город напало древнее оружие, которое использовалось еще во времена заповедей. Что делать, непонятно, неясно. И вообще со сломанным мечом не повоюешь. Так хорошо, что Мерлин где-то за кадром выкупила реликвию командира из ломбарда. Посему бим, бом, страшилы как и не было. А у феи тем временем фатальная подпитка леса кровушкой бана. Ну теперь типа вместо того источника энергии вечной молодости. Белобрысый урчит, мурчит, говорит не Королин вовсе, а так чисто эгоист, желающий воскресить любимую на Элейн. Благо, советница решила согласиться. Мол, так и так, действительно, бан не король и никогда им не будет. Против человеческой природы не попрешь. Молодой максимум удобрения. Позитивно. Но что меня действительно порадовало, появление идентичной камелотской кулебяки прямо над лесом крылатых. Кстати, все, что было сказано про удобрение, правда. Советница фатальная гниль взяла и заточила бана на веки вечные. Пока ее подчиненных кошмарила гигантская страхолюдина. Но не стоит радоваться, Кинг никуда не делся, а наоборот пришлепал защищать свой народ, своих людей, свои идеалы и принципы. Во-первых, ребята, да, модная клавиатура и не менее модные ножницы. С ума сойти просто. Как вам мерцание, кстати? Это вот у меня там лампочка мигает. Я скоро сойду с ума так. Король фей, представляете, сначала не смог, а потом как превозмог, смотря на крики, ужас и разрушения. Молодец. Одним словом, двумя кресты из Евангелиона. Да здравствует настоящий король, не то, что этот белобрысый, да. 10 заповедей тем временем сидят, чилят, общаются, плачутся, что они теперь слабые, жизнь их покорежила. Гниль, что с нее взять? Ну, представляете, нашелся уникум по имени Галан. Говорит, надо размяться, киснуть не вариант. Ну и пришел к Мелиодасу и команде. Чел страшный, сразу видно. Глазами светит, пыль поднимает, невероятный анекдот. Шел как-то раз Аристотель по улочке, как вдруг видит, навстречу направляется Платон. Ну, философы при встрече остановились, посмотрели так подозрительно друг на друга. И тут Аристотель говорит: «Здравствуйте, учитель». «Я вас категорически приветствую», — ответил Платон. Так Аристотель придумал категории. Галан, кстати, чересчур мощный, все спеллы против него бессильны, а командир вовсе скоро умрет из-за своей фатальной слабости. Но не стоит печалиться, на помощь всегда придет Мерлин со своим невероятным даром убеждения, предлагает сделку, на самом же деле чрезвычайно врет, придумывая не болиться ради товарищей любимых. Как-никак сейчас демонюгу одолеть не получится. Нужно его отправить за тем, не знаю чем, и все прочее. К сожалению, не вышло. У Галана в наличии особый спелл «Правда». Любой, кто соврет, тут же окаменеет. Печально, очень грустно. Самое время Мелиодасу использовать то самое превозмогание с темными энергиями, пустыми глазами и всем прочим. Заповеди тем временем не понимают, почему мана регенерируется фатально долго. Но вы не переживайте, у них есть догадка. Людей стало больше, а значит и магия распределилась между всеми живыми существами. Поэтому пора устроить Гену и Цит. Осуждаю, конечно, но злодеям надо же как-то быть в ресурсе. Жаль, я не в ресурсе от слова совсем. Хочу чисто спать и жрать. Совсем обленился. Ну вы это, аниме сами смотрите, я пойду полежу. О нет, не получится полежать на моем любимом ковре. Он занят. Блин, придется опять делать видео. Я вас обрадую, Мелиодасу не помогли демонические силы, бедолагу поделили, а Мерлин расщепили. Благо, магичка перед кончиной успела поставить кубов на защиту, поэтому, да, поздравляем Элизабет и Артура со спасением. Также из печального Гаутер жив цел орел, еще и приколюху к злодею прицепил. К слову про спасение. Вредные заповеди отправили своих микродемонов собирать души работяг. Так дело не пойдет. Выручать жителей придется отряду бибипов. Мужики прямо молодцы. Демона технично поделили, а разум жителям вернули. Крутые ребята. Но красной страшилой команда не
не отделается. Вдобавок вылезла серая, а она, по словам Хендриксона, мощнее в раз 40. Что? Хендриксон? Да, все так, пришел помочь. Так сказать, готов замаливать злодейские деяния. Причем успешно. Пацаны, ребятки в шоке, не вкуривают, что вообще происходит, зачем деды убивали чьих-то отцов. Одним словом, тьма, ничего не понятно. Поэтому да, время для флешбека. Однажды Хендриксон с Дрейфусом отправились прямиком к руинам королевства Донафор, ну то, которое Мелиодас бабахнул. На дне кратера, представляете, сидел демонюга из заповедей и обманными путями подчинил тело Дрейфуса. Большую опасность для твари нес некий святой рыцарь Заратрас. Посему было принято решение поделить неугодного, дабы демон не перемножил сосуд. Преступления, к слову, свалили на бедняк грехов. Горемычные, кстати, живы, целы и здоровы. Спросите, как? Гаутер постарался. Кукольный околдовал Страшилу и переписал его воспоминания так, будто бы он добил наших бедолаг. Обрадуем, Мерлин тоже жива, правда в форме шара. У магички есть идея, как одолеть вот эту всю демоническую пакость. Все просто, стать сильнее. Из грустного и печального Гаутер втихаря стер память Дианы, и она сбежала невесть куда. Теперь ребятам, ко всему прочему, надо еще найти великаншу. На такой гадкий поступок Розоволосого побудил гнилой базар самой Дианы. Мол, ценные воспоминания нельзя вот так просто стереть, как вы уже поняли, можно. Значит, гигантская мадама до вступления в 7 смертных грехов существовала в деревне великанов. Значит, туда она и сбежала. Честно, инфосотка. Поэтому да, самое время оформить очередной флешбэк. Значит, жила-была молодая, зеленая и неопытная Диана, помогала по дому, участвовала в битвах бок о бок со своими родичами. А все потому, что великаны получают гроши на еду необычным образом, наемничеством. Вообще, ребята, боевые. Смерть в бою, честь. Нежелание сражаться, позор и предательство. Как хорошо, что пацифистски настроенная подруга Дианы откисла спустя 2 минуты ее экранного времени. Главное, что перед этим на прогулке наша Гримыка повстречала того самого командира Мелиодаса, хорошо относящегося ко всем вне зависимости от размеров. Круто, супер. Жаль гнилую наставницу Матрону, не желающую знать ничего кроме битв, ничем не задобрить, не удивить и даже не разозлить. И вот однажды на очередном задании людишки взяли, да как убили командиршу великанов. Трагедия, сопли, слезы, слюни. Наставление быть сильной и все. Пора возвращаться к нашим баранам. Флешбэк того кончился просто так, на никто. Грехи тем временем двигали на родину Гигантессы, но в один момент учуяли невероятных масштабов силищу тех самых заповедей. А демонюги в свою очередь нашли Диану, Галан в том числе. Железяка негодует, мол, как же так, почему здоровая женщина еще дышит, если он помнит, как отчекрыжил ей голову. Непорядок пора исправлять. Благо на помощь вовремя подоспела старая знакомая великанша Матрона, спеллов поколдовала, демонюк отвлекла и быстро ретировалась. Как она выжила, неясно, но об этом позже, когда-нибудь потом, надеюсь, за кадром. А у отряда хлюпиков тем временем смена курса. Мерлин поняла, что дело пахнет жареным, и Диана может подождать. Команда теперь держит путь в земли друидов, дабы Мелиодас стал сильнее сильного. Вы, если не в курсе, магичка взяла да запечатала половину силы Горемычного, потому что он истеричка и не может себя контролировать. Мудро. У друидов, кстати, все сложно. Чтобы вернуть утраченное, необходимо пройти модные испытания прошлым. Бедняги Мелиодасу включили мультик про Донафор, ну, тот, который он бабахнул. Там еще была его возлюбленная Лиз, так похожая на Элизабет. Пока командир ловит приходы, Беловласке поручили прорастить семечко своей чудной магии, так сказать, испытания. Но это все не важно, не интересно. Главное, возлюбленная Мелиодаса опять и снова умерла у него на глазах, поэтому пиф, паф и королевства снова нет. Перезапуск. Как вы могли понять, случилась фатальная резера. Пока коротышка не справится со своим гневом, обратно силы не получит. Помянем. Квартетом Аболтусом тренирующихся прямо как наши горемычные. В отличие от Субару, Мелиодас управился очень быстро и практически безболезненно. Ну да, поплакал немного, пострадал, но не на 2 сезона, как мастер своего дела. Коротышка, молодец. А помните, в начале сериала был некий хитрец-подлец по имени Бан. Так вот, он ходит, бродит в поисках способа воскресить мертвую Элейн. Даже нашел какого-то полуживого фури, по слухам способного доставать людей с того света. К сожалению, слухи это слухи, поэтому флешбэк прямиком в детство разбойника. Значит, жил был маленький Бан, голодал, убегал и часто воровал. Так сказать, вопрос выживания. И вот однажды мелкого поймали за шкирку и бросили в темницу, где он и повстречал Живаго, своего будущего мастера и наставника. Мужик вообще золотое сердце подкармливает, учит воровскому ремеслу, еще о жизни рассказывает, о сыновьях и прочих приколах. Все бы продолжалось и дальше, но на одной из вылазок Живаго угораздило проспать, и мелкий Бан решил обнести знатное имение в одиночку ради похвалы от своего учителя, но не вышло, молодого приняла стража. Кстати, в перерывах между ударами по бедняге охранники обмолвились о зверочеловеке в горах, которого неплохо бы поделить. Как вы уже поняли, наставник и учитель оказался фури, променявшим приемного сына на родного. Одним словом, база. 2 не успел. Изверги поделили фурионыша. Печально. Как вы догадались, подобранная взрослым Баном шерсть и есть тот самый Живаго. Он, представляете, раскаивается, молит о прощении, но не стоит. Проныра никогда и не злился. Наоборот, благодарен за счастливое детство и отличные воспоминания. Драма. Поплачем как-нибудь потом. Самое время немножко потрениться. Правда, Кинг неправильно понял суть упражнений и взял, да как напал на Мелиодаса. Мол, командир не союзник вовсе.
вовсе, а гадкий демон, замешанный в делах заповедей. Вы, наверное, удивитесь, но в следующей серии ничего не произошло. Из важного, Живаго Скис, Кинг обиделся, а Мелиодас наконец-то получил силушку богатырскую и отправился мстить железяке за нанесенные увечья. Все. Радует одно, 12-я серия богаче на события. Значит, заповедям вот вообще не понравился выпад от Мелиодаса. Поэтому ребятки теперь настроены решительно и серьезно. Все разделятся по королевству и начнут кошмарить жителей, дабы как можно скорее восстановить свою сильную силушку. Мелосцилла так вообще начала воскрешать мертвых, чтобы те фармили ей пропитание. Под ее чары попала даже Элейн. Получается, поздравим влюбленных с чудесным воссоединением. К слову, тренировки окончены, все молодцы, все стали сильнее, кроме Элизабет. Ей, представляете, подложили свинью в виде отсутствия семечка на экзамене. Почему? За что? Просто женщина на друиде неровно дышит командиру грехов. Кстати, Хоук съел дракона, и теперь он тоже того, сильный. Внимание, поцелуй. Правда, вот прям сразу после него, представляете, резнят воскреснувшей Элейн. Потому что никаких соперниц она не потерпит. Про вот эти вот все закулисные влюбленности, и Иерихон в бана знает, прощать, простите, не прощает, не собирается. А значит, и самого любимого тоже нужно пару раз поделить за компанию, ведь какой он такой правый, имел не думать о почившей каждую секунду. И Иерихон — это та женщина, которую я фатально скипнул, о наличии которой вам знать не обязательно. Только вот, чтобы вы думали, бан на самом деле думал и думает, и никогда не прекращал любить и верить и надеяться. А попутчица, спутница, это, понимаете, так, боевой товарищ, не более. Ладно, вру. Для самой Иерихон, конечно, все еще как более. Она тоже любит бана, а он ее не любит, а она любит его. А Элейн уже вообще не понимает. Мол, ну если любить, то зачем бить? И вот уже слезы, сопли, слюни, слезы, грусть, беда, печаль, трагедия. Но не стоит расстраиваться, сюжет тоже будет. Вон уже нагрянули Галан с Мелосциллой, который как раз и виноваты в оживлении души Элейн. Соответственно, теперь им только и осталось, что добить уже и так побитого бана. Только вот бессмертие и какие-то чудные способности по отъему сил живых существ в округе никто не учитывал. Но, впрочем, ладно, и без того можно с легкостью взять, душу из тела прогнать и дальше, ну, тупо сгусток энергии сожрать. Если вдруг хотите знать, как бану удалось выжить после того, как его душу съели, так там удачно рядом заспавнился помощничек, пожелавший пожертвовать собой. И того, унести любимых, конечно, получилось, но недалеко. Дальше уже Иерихон придется тащить на себе всех и вся. Что до Дрейфуса, так по его шкуру тоже пришли трое из Ордена Плеяд. Вот они справа направо. Дельдрей, Арден и Вайо. Остальные подробности вам знать не обязательно. Но разве что смотрите, 1 из 10 демонюк Грейрот смотрел и видел все произошедшее. Вот. Что же будет дальше? Смогут ли герои одолеть 10 заповедей? Ответы на эти и не только вопросы вы получите, перейдя по ссылке в описании на мой YouTube канал, где уже выложено продолжение данного тайтла. Пока.